Сегодня 1 октября 2024 года. Всем привет из Одессы. Сегодня с утра в Одессе относительно солнечная погода, но синоптики всех предупреждают о штормовом предупреждении и о сильном шквальном ветре. Порывы ветра чувствуются на улице уже, поэтому, скорее всего, после обеда он усилится. У нас в городе еще тепло, но, конечно, все больше чувствуется осень, а в целом Украина разделилась на две части. Сегодня мы прочитали в новостях, что в Ивано-Франковской области уже наступила настоящая зима, там мороз до минус 5 градусов и все покрыто снегом. Как красиво выглядят купола на фоне голубого неба. Просто божественно. Ой, правда. Так, здесь рядом грузинский ресторан Хинкальня. Давайте посмотрим цены. Хинкали 22 гривны за штучку. Так, что здесь такое? Скумбрия на гриле 230, кебаб 160. Шашлык, самое главное, 185 гривен. Нормальные цены. А так этот ресторанчик выглядит внутри. Смотрите, какая красота. Это что, облепиха такая, что ли? Точно на облепиху похоже, но это не облепиха. Какой-то красивый кустик. В Украину вчера пришла пылевая буря с Каспия, и она накрыла практически все города. И количество пыли в воздухе такое большое, что становится тяжело дышать. В Одессе вчера мы все ее тоже почувствовали, потому что действительно воздух был очень пыльным, и предупреждают, что нужно меньше пребывать на открытом воздухе, закрывать окна и пить больше воды, потому что эта пыль может вызывать аллергические реакции, кашель, насморк и, как пишут, даже агрессию. Смотрите, ветер сейчас на улице, как быстро летят облака. Очень прикольно. Понятное дело, что война очень сильно влияет на экологию, и военные действия уничтожили посадки на степном востоке Украины, которые защищали украинские земли от суховеев, приносивших засуху и пылевые бури. Вырубка и сожжение лесов, которое происходит до сих пор, лишает Украину легких. И чтобы решить подобную проблему, в Украине будут насаживать искусственные леса, чтобы в будущем люди не задыхались от пыли. Какой милый и красивый пес охраняет магазин. Само добро. У нас в последнее время почти ежедневно тревоги и очень часто обстрелы города и области, но сегодня ночью, на удивление, город выспался, сегодня ночь была без тревог. Но в целом, по статистике, сентябрь стал первым месяцем, когда Украина была атакована шахедами просто ежедневно. Не было ни одного спокойного дня и ни одной спокойной ночи. И в среднем запускалось по территории Украины около 44 шахедов в день. Представляете, какое большое количество. И страшно подумать, на самом деле, что же происходит с нашей экологией в стране. Ну, вот скажите, удобно бы вам было так спать? Посмотрите, какой-то кот-акробат. Ну, что это такое? Вот как вот так можно спать? Кот, ты что? Ему постелили здесь в домике покрывальце тепленькое. Вот так все обустроили. Но нет, кот спит вот в таких вот условиях. И вот, пока монтирую это видео, в Одессе уже была воздушная тревога, раздался сигнал воздушной тревоги и предупредили, что на город летит разведдрон. К счастью, его сбили, но это по-прежнему было очень громко. И когда ты находишься на улице, то в какие-то моменты становится все равно страшно.
Как вы знаете, за время войны в Одессе уже снесено много памятников и переименовано много улиц. И сейчас список переименования улиц увеличился, но и хотят снести еще известные памятники в Одессе, такие как памятник Пушкина, который находится на Приморском бульваре. Поэтому в городе сейчас ежедневные споры и дискуссии среди одесситов. И все одесситы разделились на две категории. Это те, которые поддерживают снос памятников, и те, которые категорически против этого. Вчера утром под стенами обладминистрации даже прошел пикет против сноса памятников и переименования улиц в рамках деколонизации. Было немного участников, и люди хотели отстоять свою точку зрения насчет того, что происходит. Сейчас самым спорным памятником, который хотят снести, остается памятник Пушкина, который находится на Домской площади. Но посмотрим, чем это все в итоге закончится. Иду, здесь сыпятся каштаны, и может очень сильно какой-то каштан треснуть по голове. Поэтому убегаю отсюда, потому что смотрите, что делается. Сильный ветер, я иду, они просто сыпятся. Надеюсь, мне ничего не приведет. Очень обстоятельно. Сейчас идем здесь по улице, и несмотря на то, что здесь рядом находится рынок, все равно люди вдоль улиц умудряются заниматься торговлей, продают овощи, фрукты, кто-то продает книги, кто-то продает другие товары. Здесь очень хороший район, здесь все рядом, и аптеки, и больницы, и рынки, и церковь, поэтому это даже по этому видео можно увидеть. Можно купить прямо на улицах города. Людей на улицах стало немного меньше, потому что большое количество туристов уже разъехалось, но все равно жители города остаются в городе, и пока большинство никуда не уезжает. Сейчас зайдем с вами в ватрушку и посмотрим, какую выпечку и сладости можно в ней купить. Как раз сейчас такое время, что наступает осень, депрессивное настроение, плюс стрессовая ситуация в городе и в стране, поэтому самое время пополнять уровень гормонов счастья. Одесса всегда славилась тем, что здесь можно вкусно покушать. И куда бы ты ни зашел, в кофейню, в ресторан, на рынок, здесь всегда большое количество разной интересной и вкусной еды. Здесь, как вы видите, изобилие очень вкусной выпечки и различных сладостей. И можно увидеть, что все это по очень даже адекватным ценам. Это фотоотчет. Не успела я сказать, что в городе было вчера тихо. Потом я сказала, что в городе сегодня был разведдрон, и буквально сейчас в городе снова раздался второй сигнал воздушной тревоги, и уже написано в новостях, что в области был взрыв. Тихая жизнь сегодня закончилась, и снова возвращаемся к нашей реальности с обстрелами, со взрывами и с воздушными тревогами. Смотрите, какие уже листья! Да, у всех какие-то ремонты. Все везде гудит, шумит. Посмотрите, вот голуби оккупировали стоки. Расселись, греются на солнышке. На самом деле грустно уже думать о том, что в Одессу пришел октябрь. И еще месяц-два в городе будет красиво, будут желтые листья, желтая золотистая природа, а потом в Одессе наступит полная серость, потому что зимой в Одессе очень редко выходит солнце, в основном сыро, влажно и достаточно холодно.
такой ветер и так классно разбрасывает листья, но я вот не успеваю вам это заснять. Желаю всем хорошего, тихого, спокойного дня. Берегите себя и своих близких.